Привет, армия. Чингук недавно вышел в прямой эфир, но на этот раз решил сделать это исключительно закадровым голосом. Он очень искренне объяснил, что не может включить камеру из-за небольшого прыщика возле носа. Чингук никогда ничего не скрывает и всегда говорит с нами с трогательной честностью, поэтому мы неизбежно испытываем к нему еще большую привязанность. Его спокойный, сладкий голос заполнил каждый уголок трансляции. Этот прямой эфир был также одним из самых коротких в жизни Чингука. Он подключился только для того, чтобы поздороваться, сказав, что скоро вернется, когда его кожа станет немного лучше. Этот жест, такой простой, но такой драгоценный, тронул наше сердце. Несмотря на усталость, он нашел минутку, чтобы подумать о нас и напомнить, что он всегда рядом. Невозможно не скучать по нему, когда его нет. Каждое появление, каким бы кратким оно ни было, оставляет след. Чингук поистине драгоценен не только своей внешностью, но и искренней заботой о своих поклонниках. Даже полусонный на диване, с усталым голосом, он все равно составляет нам компанию на несколько минут, прежде чем сделать перерыв. С другой стороны, мы недавно видели Тэхёна и Намджуна на VIP-премьере фильма «Пак Чан. Нет другого выбора». Мероприятие было энергичным и посетили важные гости, и они очаровывали своим элегантным и уверенным видом. Оба выглядели невероятно красивыми, но Тэхён сиял с особой интенсивностью, его жесты, отношения и стиль неизбежно привлекали внимание всех присутствующих. Был милый момент, когда их попросили сделать вместе сердечко, и хотя они старались, было ясно, что они не привыкли делать это вместе. Однако, наблюдая за этим взаимодействием, мы не могли не подумать о Чингуке, потому что, если бы он был там с Тэхёном, ситуация была бы совершенно другой. У них есть естественная связь, которая отражается даже в самых простых жестах. Они бы создали идеальное сердце, которое всегда возникает вместе, и это, несомненно, вызвало бы незабываемые эмоции как у присутствующих фанатов, так и у тех из нас, кто следил за каждой деталью издалека. На самом деле, каждое выступление, каждое взаимодействие Чингука и Тэхёна дарит нам моменты, которые становятся незабываемыми воспоминаниями. Мы цепляемся за эти детали, за эти маленькие связи, которые так много значат. И хотя в этот раз они не были вместе, мы все еще надеемся вскоре снова увидеть их вместе, потому что, когда они это делают, они излучают нечто уникальное, невысказанное тепло. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем снова насладиться их отношениями, этими взглядами и улыбками, которые всегда наполняют нас радостью. Владелец барбекю-ресторана с гордостью демонстрирует последние автографы Чингука и его лучшего друга Ину. Владелец объясняет, что Чингук был в ресторане вместе с Ину, и что их последний визит был 2 месяца назад, в июле. Это не мелочь, это было важное событие, поскольку Ину собирался уйти в армию, и встреча с Чингуком стала тихим и содержательным прощанием. Они вместе поужинали в дружеской и непринужденной атмосфере, прежде чем Ину начал новый этап своей жизни. Эта деталь заставила фанатов быстро связать воедино все точки, ведь в то же время, как мы знаем, Тэхён тоже был в Корее. Он сам упомянул, что навещал своего подчиненного по случаю увольнения, что совпало с датой визита Чингука и Ину. Это не просто совпадение, а скорее временный промежуток, который предполагает, что Тэгук делил пространство и моменты, создавая воспоминания, которые позже стали более ощутимыми. Тэхён и Чингук были в Корее, обживаясь каждый день и наслаждаясь обществом друг друга, пока несколько дней спустя не шокировали мир неожиданным появлением в аэропорту. Их совместная фотография была не просто совпадением, это было естественное проявление близости и любви. Их жесты говорили громче слов. Они прижимались друг к другу, любили друг друга, шли так, словно мир вокруг них остановился. А затем произошла сцена, от которой у всех перехватило дыхание. В самолете Тэхён сидел на коленях у Чингука, обоим было так удобно, так естественно, словно это было для них самым обычным делом. Это был домашний момент, полный нежности, но также и эмоциональной интенсивности, которая выходила за рамки экрана. Взгляд Чингука, серьезный и собственнический, словно говорил с безмолвной силой: «Она только моя». Этой визуальной связи, того, как они без слов заявили о своих правах, было достаточно, чтобы разжечь страсть и подтвердить, что их отношения гораздо глубже, чем могли предположить даже скептики. Эти два влюбленных пташки не просто демонстрировали свою любовь друг к другу, но делали это так откровенно, что никакая попытка ее умолить не поддавалась. Каждым жестом, каждым взглядом, каждой близостью Тэхён и Чингук словно кричали всему миру о своей настоящей любви, и сомнений не оставалось.
Это был не просто романтический жест, это было пламенное и мощное признание их принадлежности друг к другу. То, как они так естественно и безоговорочно заявили о своих правах друг на друга, стало настоящим кошмаром для комиков, которые всегда пытались отрицать их связь. Пока недоброжелатели искали поводы их дискредитировать, они продолжали демонстрировать обратное – связь, которая становилась все крепче, интенсивнее и реальнее. Повторное переживание этих знаковых моментов было неизбежно, потому что они были незабываемы. Каждое воспоминание, от похода в ресторан до сцены в самолете, сплеталось воедино как осязаемое доказательство любви, которое крепло со временем. Тэхён и Чингук не только сводили с ума своих поклонников своей любовью друг к другу, но и обезоруживали их легкостью, с которой создавали моменты, словно сошедшие со страниц романтического фильма. Их моменты были не игрой или совпадением, а скорее последовательностью и правдой, историей, которая раскрывалась через обновления, которыми они делились, и через подробности, которые они раскрывали. Сейчас, как никогда раньше, Чингук и Тэхён были неразлучны, ближе, вовлеченнее, излучая любовь, которая всегда была их отличительной чертой и продолжала расти. Каждый новый взгляд, каждый спонтанный жест подтверждает, что пути назад нет. Любовь, которая никогда не перестает расти, удивлять и пленять мир. И самое главное, несмотря на то, что они дали нам так много, мы знаем, что то, что ждет нас от них, несомненно, гораздо больше и прекраснее. Многие могут воспринять это как простую игру, мимолетное действие или даже постановку на камеру, однако достаточно остановиться на мгновение и понаблюдать за тем, как они смотрят друг на друга, как естественно они прикасаются друг к другу, как они физически приближаются друг к другу, независимо от того, кто перед ними, чтобы понять. Происходящее между Тэхёном и Чингуком невообразимо. Мы смотрим не на представление, а на эмоциональную правду, настолько реальную, что никакой сценарий не смог бы ее передать. И в этом заключается разница. Им не нужны слова, им не нужны объяснения. Они говорят все своими пристальными взглядами, ласками, которые, кажется, говорят сами за себя, жестами, которые выдают их, даже когда они пытаются быть сдержанными. Удивительно в Тэхёне то, как, не произнося ни слова, они умудряются передавать чувства такой силы, что их невозможно игнорировать. Каждый их жест – доказательство, каждое прикосновение рук – безмолвное признание, каждый долгий взгляд – крик, который без слов выражает то, что они чувствуют. Эти две влюбленные птички не просто показывают свою любовь друг к другу, они делают это так откровенно, что это подрывает любую попытку преуменьшить их отношения. С каждым визуальным контактом, с каждой малейшей близостью они словно кричат всему миру: «Мы любим друг друга, и нет места сомнениям». Эта убежденность делает их неотразимыми для зрителей и одновременно неловкими для тех, кто пытается свести все к простой игре. Однако это не просто романтическая демонстрация. Их пламенное и мощное заявление о взаимной принадлежности. То, как они ищут друг друга в толпе, как они безоговорочно признают друг друга, как естественно они, кажется, забывают, что сотни глаз смотрят на них, превращает каждое мгновение вместе в атмосферу, где существуют только они вдвоем. И именно это делает их такими странными для тех, кто упорно отрицает их связь. Их связь настолько реальна, что никакие поддразнивания, никакие оправдания, никакие споры не могут затмить ее. Как мы можем игнорировать то, что так ясно повторяется? В отношениях Тэхёна и Чингука всегда есть что-то поразительное. Не то, что они говорят, а то, что они делают спонтанно, без особых раздумий. Когда они вместе, все меняется, меняется атмосфера, меняется энергетика, и внезапно жесты становятся естественными, как неизбежные. Они бесстрашно прикасаются друг к другу, они приближаются друг к другу, как будто никакая преграда не может их удержать, и они смотрят друг на друга с прозрачностью, не требующей объяснений. Это взгляд, который не хочет, чтобы его понимали. Это взгляд, который говорит сам за себя и открыто демонстрирует всю глубину их чувств. В конечном счете, то, что мы видим между Тэхёном и Чингуком, это больше, чем просто мгновение вместе. Это история, которая продолжает разворачиваться, наполненная невысказанным теплом, любовью, которая струится в каждом жесте и взгляде. Каждая секунда, проведенная ими вместе, это утверждение сильнее слов, трогательнее всего, что они могли бы сказать. Им не нужно много объяснений, того, что они показывают миру, более чем достаточно, чтобы доказать глубину их связи. Никто больше не может игнорировать эту реальность. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate